Здрасте, дорогие товарищи. Пожалуй, тут было бы уместнее сказать граждане. Здрасте, граждане. Почему граждане? Потому что так обращались к населению Советского Союза так называемые менты, милиция. Мы для них были гражданами, но они для нас были ментами или мусорами. И сегодня у нас пойдет речь как раз об организации под названием МВД, о делах некоторых и о ее практике. В прошлый раз мы говорили про КГБ. КГБ, конечно, контора знаменитая и легендарная. И сейчас, когда пишут там о репрессиях, преследованиях в стране СССР, то все время как-то все сводится именно к КГБ. Я бы сказал, что это было не совсем так. То есть вовсе не желая оправдывать, тем более обелять Комитет государственной безопасности СССР, я хотел бы сказать, что нельзя всех абсолютно собак вешать именно на КГБ. Потому что была, по крайней мере, еще одна контора, ничуть не лучше, чем этот самый Комитет государственной безопасности. Контора эта называлась МВД. Долгое время она вообще шла в одной упряжке с КГБ, то есть, скажем, легендарная организация НКВД, там было и КГБ, и милиция. И, соответственно, распочковались они только в 1954 году, когда, с одной стороны, возникла КГБ, Комитет государственной безопасности, а с другой стороны МВД, Министерство внутренних дел. До этого было МГБ, Министерство государственной безопасности, совмещенное. Некоторое время эта организация еще называлась МООП, Министерство охраны общественного порядка. Собственно, МВД, Министерство внутренних дел, она стала с 1968 года, когда, собственно говоря, начался уже такой окончательный разгон хрущевской оттепели, и пошли всевозможные репрессии. Бессменным начальником МВД с начала 60-х до 1982 года был человек по имени Николай Щелоков. Надо сказать, что он был одним из самых могущественных и влиятельных людей в советском государстве. Более того, у него шла борьба с другим могущественным и влиятельным типом, а именно с Юрием Владимировичем Андроповым, председателем КГБ. В общем-то, они друг с другом сильно не дружили, всячески старались друг друга как-то подловить на чем-то и вели друг против друга КГБ и МВД всяческие интриганские войны. Организации были немного разные, в том числе не только по функциям, потому что МВД, конечно, не занималась там ни внешней разведкой, ни контрразведкой, но и по духу. Это были организации немного разные. КГБ была организация более идеологизированная, что ли. А МВД была организация чисто силовая и больше никакая. Когда умер Брежнев, а главным покровителем Щелокова и МВД был именно Леонид Ильич Брежнев. Так вот, Брежнев умер в ноябре, по-моему, 1982 года, и буквально тут же, спустя чуть ли не пару недель, был снят со всех должностей Николай Щелоков. Потом, против него стали проводить расследование. Расследование, естественно, проводило в первую очередь то самое вражеское КГБ. Жена Щелокова сначала покончила с собой, а потом в 1984, по-моему, году, чуть позже, и сам Щелоков с собой покончил. Обнаружили у него на даче всякие залежи наличных денег, драгоценностей и всего прочего на какие-то там очень серьезные по тем временам суммы. По нынешним временам, конечно, какой-нибудь 1 миллион долларов – это мало что значит, но по тем временам это было более чем. То есть я бы сказал так, что Николай Щелоков был руководителем путинского типа. То есть он был предельно алчным и
предельно коррумпированным. При этом, в общем-то, мог себе позволять даже некоторые вольности. Скажем, известно, что Щелоков пребывал в таких достаточно дружеских отношениях с частью фрондирующей интеллигенции. При этом, вот именно что в идеологическом отношении он вовсе не был таким вот рыцарем без страха и упрека. В общем-то, мог там и общаться со всевозможной богемой, и кутить в ресторанах и так далее. В общем, ни в чем себе не отказывал Николай Щелоков, и примерно в том же духе себя вело и все руководство Министерства внутренних дел, а это, естественно, передавалось сверху вниз и обычному рядовому составу. В народе ментов очень сильно не любили, но, естественно, в общем-то, как можно назвать любимого и уважаемого человека мусором. И не любили именно за это, не любили за коррумпированность, за безграничное взяточничество и так далее. Особенно в этом смысле пресловутыми и одиозными были так называемые гаишники, дорожная полиция, которая обирала просто всех автовладельцев по полной программе. Но это касалось и любых других ментов на всех уровнях. Менты знали об этом, и Щелоков знал об этом, поэтому в Советском Союзе, скажем, если о КГБ так не принято было особенно говорить, их пропагандировать и так далее, то милицию сопровождала всегда такая вот промилицейская пропаганда. То есть были, с одной стороны, куча всяких фильмов про добрых и хороших милиционеров. Причем как таких, слабеньких таких агитфильмов, типа «Деревенский детектив» с таким добрым дедушкой-ментом, так и, в общем-то, это были фильмы хороших режиссеров, скажем, «Берегись автомобиля», если вы помните. Там тоже был такой интеллектуал-мент в исполнении Георгия Жонова, который даже в театре играл любительском и так далее. Кроме того, постоянно устраивались всякие такие ментовские праздники на всю страну, главным из которых был День милиции. То есть это звучит, конечно, довольно странно, но главный в году попсовый советский концерт — это было не «Голубой огонек» новогодний, это не были какие-то концерты там по случаю 1 мая или 7 ноября или каких-то еще, славных народно-государственных праздников. Это был концерт, посвященный Дню милиции. Где-то в ноябре тоже, в конце ноября, по-моему, это происходило. И на этом концерте выступали все, абсолютно все. От таких дежурных жополизов, там типа Кобзона, но в том числе и все самые знаменитые, хорошие артисты, даже Алла Пугачева и так далее. Все они выступали на концерте в честь Дня милиции. Почему они там все выступали? Потому что все от этой милиции коррупционным образом зависели. Естественно, те же артисты, естественно, они давали левые концерты, они брали там какие-то денежки за какие-нибудь выступления на ночниках, так называемых. Всем им нужны были какие-то услуги со стороны ментов. А менты это был главный распределитель вот всего блата, всей коррупции в стране. Поэтому, естественно, все стремились всеми силами поддерживать максимально близкие, теплые и радушные отношения с ментами. Надо обязательно упомянуть, что одним из отделов Министерства внутренних дел была организация под названием ОБХСС. Переводится как «Отдел борьбы с хищениями социалистической собственности». И это, я думаю, был самый хлебный отдел не только в Министерстве внутренних дел, но и вообще во всем Советском Союзе.
То есть это было ментовское подразделение, которое отслеживало, значит, всяческую коммерческую деятельность, которая, естественно, в Советском Союзе, стране победившего социализма, была наглухо запрещена. То есть это касалось и спекуляций, и всевозможной вот этой торговли из-под прилавков. Это касалось в том числе и неофициальных, нелегальных концертов, которые, в общем-то, давали не только там всякие подпольные рокеры малоизвестные, но и, скажем, Владимир Семенович Высоцкий. Вот все это отслеживала ОБХСС. Соответственно, вы можете представить, какими безграничными связями и возможностями эта организация обладала. Переходя к моим личным отношениям с ментами, тут мне особо рассказать нечего, потому что, да, несколько раз, естественно, я попадал в отделение милиции, кто не попадал, за драки какие-то ресторанные, за, в общем, какое-то нехорошее поведение, но это все было вполне заслуженно. Я против этого ничего не имел, меня отпускали под утро, я даже 15 суток никогда не отсиживал. Единственная серьезная, насколько мне известно, операция, которая против меня была проведена ментами, возможно, кстати, что именно вот этим ОБХСС, хотя я в этом не уверен. Это дело было в марте 1984 года. Знаете, есть такая прекрасная московская группа «Браво», Женя Хафтан, Жанна Агузарова у них тогда пела и так далее. Вот группа «Браво» на своей репетиционной базе решили дать 2 концерта. Организовывали концерты они сами, поскольку это была их репетиционная база, я к организации не имел никакого отношения, но поскольку я был другом группы и, в общем, тогда всячески их обхаживал, помогал и так далее, то они меня попросили эти концерты вести. Провести эти концерты я не смог, потому что буквально в утро того дня, когда должны были быть концерты, я свалился с жесточайшей ангиной, вообще еле мог говорить. Соответственно, позвонил Женьке Хафтану, сказал, что извини, дорогой, но я не смогу концерт провести. И на этих самых концертах случилась облава, в результате которой, это известный случай, скандал такой, то есть арестовали группу, конфисковали аппаратуру, Агузарову вообще угодила после этого в тюрягу. В общем, тяжелая и крайне некрасивая история. И это все устроили как раз менты и допрашивали группу «Браво» на Петровке 38. Это не имело отношения к КГБ, скажем. Значит, при чем тут я? А я тут причем об этом я узнал уже много лет спустя, 10 или 15 лет спустя. Я об этом узнал, что, оказывается, операция была заточена не против группы «Браво», тем более Жанны Агузаровой, а против меня. Настучали на меня какие-то товарищи по подполью, я даже точно знаю кто, знаю имена и фамилии, там они уже померли, правда, все в основном, но при желании мог бы даже поделиться этой информацией. Они хотели просто от меня избавиться, сдали меня ментам. Почему я об этом узнал? Потому что, с одной стороны, друзья тех, кто сдали меня, потом сдали их мне, а с другой стороны, потому что, когда допрашивали посетителей концерта, то у них в первую очередь интересовались, у кого вы и почем купили билеты. И когда, их прессовали насчет покупки билетов, часто специально конкретно спрашивали, вот такой Троицкий, вот вам известен такой Троицкий, это не он вам случайно билеты продал? Поскольку я билетами не торговал, то, в общем-то, люди оказались честными, в общем-то, никто меня не сдал. И в этом смысле, я думаю, что мне как раз очень сильно повезло, потому что концертов я действительно устраивал очень много, и квартирников, и неквартирников, и даже какие-то мини-фестивали устраивал. Но я никогда, ни рубля на всех этих десятках мероприятий не заработал. То есть я вообще не очень любил деньги, они меня никогда не грели и не интриговали. В общем, такой бессеребренник я всегда был, и это меня явно спасло. То есть за мной не тащилось никакого денежного шлейфа, поэтому прихватить меня за этот шлейф было невозможно.
Вот, пожалуй, и все мои личные истории. Ну, в общем и целом, значит, не любили ментов в Советском Союзе прежде всего вот за это беспредельное взяточничество и алчность. Во вторую очередь за бытовой садизм и вообще такое общее скотство, свинство и отношение к гражданам просто как какому-то расходному материалу. Это все, кстати, идеально показано в лучшем фильме Балабанова «Груз-200». Вот это вот четкий совершенно портрет, может быть, чуть-чуть усугубленный, но точный портрет советского мента. Каковы менты в сегодняшней России, я в деталях, конечно, рассказать не могу, и вы это знаете лучше меня наверняка. Но я думаю, что сейчас их репутация в стране стала еще хуже, потому что при советской власти менты, по крайней мере, практически не несли никакой политической нагрузки. То есть этим занималась строго КГБ. Что касается до сегодняшней России, то тут по политическим заключенным работают все. И ФСБшники, и там какие-нибудь там ФСОшники, и точно так же, естественно, и менты. А кто бьет демонстрации на улицах, естественно, это тоже менты. В общем, я бы сказал, что быть ментом в сегодняшней России – это еще более позорно, чем это было в СССР. Кстати говоря, во многих бывших частях Советского Союза МВД это была, наряду с КГБ, первая организация, которую взялись реформировать. Очень эффективно это сделал в Грузии в свое время Михаил Саакашвили. Там была самая коррумпированная, самая скотская милиция вообще из всех. Саакашвили удалось, в общем-то, эту организацию полностью перелопатить и сделать из нее что-то такое вполне цивилизованное. Примерно то же самое произошло во всех 3 балтийских странах, где, естественно, имеется та же полиция, и несет она все те же функции, что во всем мире, и при этом, как и во всем остальном мире, к полиции граждане, вот скажем, здесь, в Эстонии, относятся вполне уважительно и абсолютно лояльно. То, чего в России, по-моему, не было никогда и неизвестно еще, будет ли когда-нибудь. То есть я думаю, что если говорить о милиции, то тут, вспомнив известную фразу группы Led Zeppelin «The song remains the same». Песенка какой была, такой и остается. Увы, очень жаль, что в огромной стране, в которой нет никакого порядка, в которой полный бардак, свинство и так далее, единственная контора, которая могла бы этот порядок наводить, на самом деле является главным рассадником и провокатором всего вот этого бардачного беспредела. Это я говорил о ментах. Зовут меня Артемий Троицкий, и вы посмотрели очередной 16-й эпизод видеоэпопеи «Популярная советология». Следующий выпуск у нас будет как раз о доносах, стукачах и всяческом этом осведомительстве. Вот раз уж мы прошли КГБ и ментов, то это будет как раз заключительным аккордом этой триады. Всем счастливо, пока!